Дорогие мои друзья, всем привет-привет! Сегодня у нас с вами видео будет о частной медицине в России. Расскажу вам о клинике МедСи, как я туда попала, как проходило мое лечение и обследование. Оставлю свой отзыв об этой клинике и сколько мне это стоило в итоге. Извините за мой французский прононс, я вдобавок ко всему еще и немножко простывшая. Итак, как говорится, ничего не предвещало. Ни с того ни с сего у меня ночью начался приступ в эпигастрии. За солнечным сплетением появились сильные боли. Мы вызвали скорую, обычную скорую нашу по полису медицинского страхования. Приехала скорая, поставила мне обезболивающее, предложила ехать на УЗИ. Я отказалась, так как мне стало полегче. И думаю, все прошло. Так это было, что-то погрешности в еде. Ну, ничего подобного. Через пару часов, когда, видимо, перестали действовать обезболивающие, приступ повторился, а это уже 4 часа утра. Что делать, не знаю. Своим врачам звонить, спрашивать, что мне делать, тоже как-то неудобно ночью беспокоить. И мы тут вспомнили, что у нас оформлен ДМС, полис добровольного медицинского страхования. Причем этот полис оформили абсолютно случайно, спонтанно. Одному члену нашей семьи оплачивает организация эту страховку, и родственникам с 80% скидкой предлагали тоже оформить полис. Причем я еще отказывалась. Зачем нам? У нас как бы наработанная практика уже в семье, что если что-то случается экстренное, мы звоним своим врачам, и они уже направляют там по тому профилю, куда тебе нужно. Думаю, ладно, если скидку предлагают, пускай будет. Сходить на витамины, кровь сдать, зубки почистить, такое. В общем, оформили полис добровольного медицинского страхования. От компании «Ренессанс страхования» у нас полис. И вызвали скорую уже платную мне. Приехал врач уже платной скорой, осмотрел меня и говорит, что нужно ехать в больницу, срочно делать УЗИ, потому что, скорее всего, у вас острый приступ холецистита. Холецистит – это желчный пузырь. И я дала согласие на обследование. Врач скорой запросил клиники по полису, какие клиники могут меня принять. И вышло 2 больницы. Одна МедСи, это Красногорский район Подмосковья. И вторая, я не помню точно какая, но врач сказал, что вот из этих 2 я бы вам посоветовал в МедСи. По приезде в клинику у меня сложилось такое впечатление, что нас уже там ждали, потому что девочка оформила меня буквально за 5 минут. Отсканировала паспорт СНИЛС, я поставила пару подписей и повела меня в процедурный кабинет, пригласила хирурга. А хирург уже с моих слов записал, что я ела, как начался приступ, чем я могла его спровоцировать. И потом выделили мне сопровождающего, который повел меня непосредственно по всем кабинетам сдавать анализы. В первую очередь мне сделали компьютерную томографию, потом флюорографию, повели в кабинеты УЗИ, где делали УЗИ, начиная от кончиков пальцев ног и до сердца. В самом стационаре меня разместили в 2-местной палате. По полису ДМС размещение предполагается в 2-3-местных палатах. 3-местных я там вообще не видела. Разместили меня в 2-местной, но уже находясь там, я увидела, что в основном все лежали в 2-местных палатах по одному человеку. Вполне возможно, потому что не было большой загруженности больницы, но в любом случае очень комфортное было размещение, хорошие светлые чистые палаты с хорошим медицинским оборудованием. Находится рядом 2 палаты, и на 2 человек 1 санузел получается и 1 душ. Прихожей. То есть вполне все очень комфортно и достойно. И в рабочее время уже начали приходить врачи на основании сделанных мною анализов. Анализы я сделала буквально там за час, наверное. И вот где-то с 8 утра уже врачи стали приходить с готовой информацией о моем приступе, о моем заболевании и предлагать разные варианты лечения. Либо операционный, либо такой. Сразу я ответ никакой не дала. Думаю, нет, мне надо с шефом посоветоваться, позвонить своим знакомым врачам, рассказать им о своих анализах, что мне предлагают, и посоветоваться.
Врачи с пониманием к этому отнеслись. Да-да-да, мы подождем вашего решения. Ну и когда уже я приняла решение, началось непосредственно само лечение. В клинике я находилась 5 дней. Профессионализмом врачей я осталась очень довольна. Отнеслись с большим вниманием. Приходили и лечащий врач, и дежурные врачи, заступающие на смену, обязательно приходили, разговаривали, что-то узнавала от них новое. Приходил заведующий отделением, разговаривал, рассказывал о рисках. То есть внимательные, чувствуется профессионализм высокий. Сложилось у меня мнение, что специалисты все очень высокой категории. Могу отметить средний персонал. Это ординаторы, медсестры, любая смена. Это просто 100-бальная система оценок. Все очень любезные, все, знаете, не наигранно любезные, а вот именно относящиеся с пониманием. Нареканий нет вообще ни к одному работнику этой клиники. Честное слово, замечательный персонал на любом уровне. Что касается питания в клинике, у меня был 5-й стол, такой щадящий рацион, но могу отметить, что вкусный, не пахнет столовской едой. Я не знаю, кто готовит для клиники, но завтраки, обеды, ужины все вкусные, несмотря на то, что они низкокалорийные, состоят из в основном таких диетически полезных продуктов. Все очень продумано, хватает и соли, хватает и каких-то вкусовых добавок, специй. Очень вкусные омлеты белковые, очень вкусная творожная запеканка, такая у меня даже дома не получается. Обеды насыщенные разнообразием салатов. Но если вдруг не хватает кому-то, то можно спуститься внизу буфет и взять себе из того, что разрешено, можно что-то добавить в рацион. Там и рыба есть тоже, и жареная, и не жареная, и запеченная, и мясо любое. Но это если кому не хватит. Мне лично вполне достаточно было. Я вообще есть боялась первое время. Мне хватало еды, я ничего себе не докупала. Сама клиника находится в очень красивом месте. По-моему, она относится к территории Москвы, но находится 1,5 километра за МКАД от Москвы в Красногорском районе. Место очень зеленое, очень красиво оформлено. Вот можете судить, какие тут парки. Хороший ландшафтный дизайн, уточки крякают, птички поют, тут розы зацветут. Медсестры говорят, будет розами в палатах пахнуть. Такое ощущение, что ты находишься в каком-то хорошем подмосковном санатории, а не в больнице. Кстати, могут родственники приходить до 8, подниматься в палату. Нет никаких запретов. Также пациенты могут выходить гулять по территории клиники спокойно с родственниками, прогуливаться. Конечно, охранники блюдут на каждом этаже. Сидит по охраннику, особенно после последних событий. То есть так внимательно относятся, осматривают, кто пришел, спрашивают, в какую палату. Безопасность соблюдается. Также я хочу отметить, что клиника проводит всякие эстетические процедуры, и омоложение, и реабилитации после травм, проводит полный чекап. Я хочу сказать, что это ни в коей мере не реклама, не какая-то реклама клиники Медси. Так как я попала сюда уже, то это мое независимое частное мнение, частный мой отзыв. У других может быть другой, у меня вот такой, только положительный. Поэтому я с радостью делюсь своим отзывом об этой клинике. Ну и что же в итоге я заплатила? Ну, как уже многие догадались, что ничего. Потому что все это покрыла страховка от Ренессанс страхования. Так что всем рекомендую от души, у кого особенно есть какие-то хронические заболевания, оформлять страховку. В любом случае это выгодно. За цену ту, что мы заплатили за мою страховку, мне хватило бы ее только на половину обследования. Ну и слава богу, что этот приступ не застал меня где-нибудь в Турции. Потому что там, конечно, мне страшно представить, сколько бы мы заплатили за аналогичное лечение, нахождение в клинике, так как страховку, которую приобретается сейчас для ВНЖ за бешеные деньги на сегодняшний момент, она не покрывает абсолютно ничего. Ничто не предвещало, что у меня произойдет этот приступ холецистита.
А произошел он не просто так, по моему мнению, а я его спровоцировала своим интервальным голоданием, которое я практиковала с 2020 года. И оказывается, оно подходит не всем. Я не говорю, что это плохая штука, но оно предполагает как 16-17 часов ты ничего не ешь, а в течение 7-8 часов ты наполняешь желудок тем, чем ты хочешь. И когда ты ничего не ешь в процессе вот этого голодного времени, то у тебя застаивается желчь, как мне объяснили уже в клинике. А когда ты начинаешь питаться, а питаешься так, как ты голодный обильно, то желчь максимально выбрасывается из депо, из желчного пузыря. Ну и, скорее всего, вот этим голоданием я спровоцировала этот приступ. Клиники МЕДСИ находятся в разных частях Москвы, и не только Москвы, по-моему, во многих городах России они есть. Вот это то, что я хотела рассказать вам, находясь в предпраздничных и праздничных первомайских днях в этой клинике. Единственный минус для меня – это, конечно, то, что я потеряла рычаги управления на свою веселую семейку. Если раньше что-то было вдруг не по мне, доставали меня чем-то, то я закатывала глаза, хваталась за сердце и говорила: все, мне сердцем плохо, отстаньте от меня. То теперь, конечно, уже так как полный чекап трели мои, это не прокатит. Надо что-то, в общем, придумать, какое-то другое средство воздействия. Это, конечно, шутка. Так что на этой позитивной ноте прощаюсь с вами. Желаю всем не болеть, быть здоровыми. Поздравляю всех с пасхальной седмицей. Пускай она будет для всех радостной, счастливой. И не нагружайте сильно свою печень и желчную в эти праздничные дни. Всем пока-пока.